Наша сегодняшняя цель — рассказать об инструменте. И даже сейчас я чувствую, что у инструмента есть потенциал. Просто покрытие инструмента уже имеет значение. Вообще вся эта сложная система современного кларнета, играть удобней, но звучание теряет какую-то свою цельность. Ну, и мы решили с Сашей, что постараемся сделать какой-то максимум, то есть максимально вложиться в инструмент, сделать не просто генеральное обслуживание, а нечто большее. Как говорят исполнители, под руками что-то играет по-другому. Мы познакомились с Александром очень давно, когда еще Саша был студентом музыкального училища в классе кларнета Николая Николаевича Кирюхина, а я у Николая Николаевича был аспирантом и ассистировал иногда в музыкальном училище имени Римского-Корсакова. Прошли годы, мы не будем рассказывать подробно биографию Александра и мою. Наша сегодняшняя цель — рассказать об инструменте, о кларнете. Но не о том, когда он появился, кто его сделал и какая у него прекрасная интересная история, а о том, что с ним сделал Александр в своем замечательном ателье Доценко. Часто говорю о том, что нужно соблюдать правила хранения, транспортировки и вообще воспитывать в себе правильное отношение к кларнету, но так уж получилось, что несчастный случай приключился и с моим инструментом. Было падение, пострадала не только часть механики, но и деревянная часть инструмента. Немножечко пострадало дерево наверху. Этот ля-кларнет, это буфе конца 80-х, самого начала 90-х годов, я очень ценю. Есть у меня в коллекции, можно сказать, и другие ля-кларнеты, и играл я на различных инструментах, но этот инструмент считаю своим основным, несмотря на отсутствие левого ми бемоля. Не скрою, переживал. Ну, и мы решили с Сашей, что постараемся сделать какой-то максимум, то есть максимально вложиться в инструмент, сделать не просто генеральное обслуживание, а нечто большее, чтобы нивелировать вот ту проблему, вот как бы перечеркнуть эту небольшую трагедию, которая случилась с инструментом, и добиться какого-то максимума. Что делалось с инструментом? Ну, как я уже сказал, была непосредственно реставрация, была глубокая обработка дерева. Александр использовал для обработки дерева целый комплекс масел, и ореховое, миндальное, оливковое. И, конечно, это очень способствовало, скажем так, благотворно на дерево. Но, отдать должное, около месяца инструмент приходилось разыгрывать, как немножко заново. И даже сейчас я чувствую, что у инструмента есть потенциал, что звук меня устраивает, но я могу выжать из этого инструмента еще больше. Если уделять время, в первую очередь, для занятий, для себя и для инструмента во вторую, то будет гораздо больше динамических возможностей и больше пластики как таковой в звуке, как иногда говорят, flexibility, и большего в соединении регистров. Инструмент должен заиграть еще более цельно, и в проблемных зонах он должен работать еще более точно. Я имею в виду, например, соединение третьей и второй октавы при нисходящем движении. Естественно, любые восходящие интервалы, когда мы соединяем малую октаву со второй или даже с третьей, или же соединение, идущее из, скажем так, регистра кларина в регистр шалюмо. Отдельно стоит, опять же, поговорить об индивидуальном подходе и о том, что Александр выполнял целый ряд моих пожеланий, и мы даже заменили некоторые подушки, которые отлично крыли, но при этом имели активный звук на отжатие.
И сейчас инструмент все равно достаточно шумный, но это особенности тех инструментов буфе. Например, мой кларнет InB Selmer Privilege изначально звучит гораздо более тихо. Но что мне привлекает в этом кларнете, привлекало, и слава богу, ничего не потеряно, это характер. Это звуковые характеристики инструмента буфе конца 80-х, начала 90-х годов. Работа механики, требующая обратного действия. Пружина должна работать комфортно. Вес руки каждого отдельного исполнителя различен. Мышечная развитость и в целом какая-то физическая готовность играть на инструменте тоже имеет отдельное отличие. И очень хорошо, что мы можем подобрать тот ход пружины, тот ход механики, который нужен именно тебе. У меня достаточно тяжелые руки, и мне необходимо чувствовать небольшое сопротивление пружин на какую-то отдачу, чтобы лучше контролировать технику. Когда ты испытываешь какое-то творческое волнение, которое, является неотъемлемой частью исполнительского процесса, то иногда нужно более устойчиво ощущать свои пальцы на инструменте в момент нажатия или отпускания. И в данном случае я просил, чтобы данный очковый механизм Александр сделал несколько более плотным. Например, здесь это очень хорошо чувствуется и заметно. Объединить регистры в одном пассаже с артикуляцией и без. Инструмент играет широко, интересно во всех диапазонах. До, си, очень ровные ноты. Больная нота си бемоль, которая нота компромисс наша, звучит почти так же чисто. Что еще? Важный момент. Золочение отверстия. Нота соль звучит гораздо интересней. Не только за счет дополнительных аппликатур, но и за счет этого хорошо проработанного отверстия. Очень много ведется разговоров в различных просто беседах, где-то и в околонаучных статьях, разбирающих моторику и технику игры на инструменте, на предмет того, какие виды памяти участвуют в исполнительском процессе музыканта. И когда речь заходит о духовиках, не только кларнетистах, то актуально говорить о тактильной памяти. Мелкая моторика, бесспорно, все о ней знают, о ее значимости, о ее необходимости. Но то, когда мы берем инструмент и только готовимся сыграть пассаж, мы уже чувствуем его, мы уже прикасаемся к нему. И обращаем внимание на то, как отвечает нам механика инструмента на самое небольшое прижатие. Да и просто покрытие инструмента уже имеет значение. Оно уже вызывает определенную цепочку в нашей психофизиологической деятельности, направляющая на исполнительский процесс. И когда инструмент сделан настолько тонко, настолько красиво, это
помогает музыканту, это помогает исполнителю почувствовать, что ты делаешь и как ты будешь играть. И это не только визуальный эффект, хотя инструмент красивый, он прекрасно, как говорят, богато выглядит после этой великолепно сделанной работы, но он еще и выполняет именно не практические какие-то качества. Что стоит сказать? Что, конечно, привычка — это вторая натура. И часто, когда вы отдаете инструмент на генеральное обслуживание, вы можете потом испытывать некоторое сложное ощущение в игре, потому что вы привыкли к тому, что было. Вы к этому адаптировались больше, больше и больше. Но это не значит, что вы привыкли к хорошему. И в некоторых случаях, когда вам возвращают то состояние пружин, которое желательно для инструмента кларнет, нужно потратить какое-то время для адаптации. Конечно, надо поиграть упражнения. Рекомендую упражнения Жан-Жана, например. Надо поиграть различные упражнения звуковедения, квинтоквартовые упражнения, ломаные трезвучия, чтобы почувствовать инструмент в каком-то смысле заново. И здесь так называемая тактильная память тоже должна, ну скажем так, несколько адаптироваться к новому. Как это ни странно звучит, но слегка привыкнуть к прекрасному. Первую неделю я не чувствовал себя комфортно. Даже первые 2 недели. По-настоящему я почувствовал инструмент заново приблизительно через месяц игры. И мы обсуждали то, что после такой активной работы что-то может измениться. И в каком-то смысле инструмент пришлось как разыгрывать заново. Мой друг Виталий Попырин, поиграв на инструменте, сказал: успокойся, все хорошо, продолжай разыгрывать, инструмент играет, поет. И это тоже на самом деле нужно, потому что в какой-то момент происходит сомнение. Ты помнишь инструмент, который был, и если проводилась такая капитальная с ним работа с металлом, с механикой, с отверстиями, то, конечно же, к инструменту вам будет необходима какая-то адаптация. По крайней мере, в моем случае она была. Ну, может, это было связано еще с тем, что я продолжал свою практику творческую и продолжал играть и играл на другом, очень хорошем инструменте. Я играл на ля-кларнете винтаж. Ну, отдельно, конечно же, стоит теперь начать говорить о участии драгметалла золота в этом инструменте. Как это ни странно, но производители современные, которые активно используют озолочение механики кларнета, очень мало пишут об этом. На данный момент я не нашел ни у компании Buffet, ни у Bakun каких-то внятных и цельных разъяснений, зачем они используют золото, зачем они используют позолоту механики в производстве своих топ-моделей. Так вот, по поводу акустики. Самое главное — это золочение отверстия дуодецимы, или как его называют еще, регистровый клапан, и отверстие, которое находится под большим пальцем левой руки. Как известно, золото почти в 2 раза плотнее, чем серебро. И это влияет на целый ряд, в том числе акустических свойств. И в данном случае более плотный металл, который к тому же еще гораздо более долговечный и будет меньше стираться и дольше служить, гораздо дольше. Это влияет в том числе на, можно сказать, на турбулентность. То, как выходит воздух из отверстий, влияет непосредственно на звучание определенных, в первую очередь, нот первой октавы. Соль первой октавы. Да, мы используем часто, особенно на пианиссимо, ряд дополнительных аппликатур, вспомогательных, которые должны объединить тело инструмента в одно, скорректировать интонацию и добиться более сконцентрированного, сфокусированного тембра. Очень часто мы ставим на пиано безымянный палец на левой руке и указательный и средний на правой. И нота соль уже должна получаться более красивой.
опасно использовать такую аппликатуру на форте и фортиссимо, соль, скорее всего, будет занижать, но на пианиссимо и на пиано эта аппликатура очень хорошо подходит. Но смысл в том, что профессиональный кларнетист должен стремиться играть, что такое соль? Что такое? Но я считаю, что теперь как раз-таки работа этого отверстия стала гораздо более успешной. Ну и отдельный разговор с нотой си бемоль. Как известно, на французских кларнетах данное отверстие является компромиссным. В принципе, оно не совсем подходит для ноты си бемоль. Скорее всего, отверстие именно для ноты си бемоль должно находиться в другой части инструмента. Но это компромисс. Поэтому на кларнетах французской системы особенно, да и вообще на кларнетах, си бемоль это нота как бы немножко больная, но это нота переходная. Когда, опять же, с использованием дополнительной аппликатуры мы играем си бемоль, я не чувствую, что эта нота так уж сильно уступает другим. Если еще о золочении, о том, что дает все-таки этот благородный металл, кроме своих каких-то оптических и визуальных свойств. Еще раз все-таки по поводу акустики. Почему мы, кроме озолочения отверстий, все-таки еще, скажем так, позолотили стойки? Это очень непростой вопрос, на которые, как я уже говорил, не дают ответы те фирмы, которые этим занимаются. Они не пишут это в своих рекламных проспектах, и то, о чем я буду говорить, не имеет сейчас под собой доказательной научной базы на данный момент. Мы о чем задумались? О том, что кларнет, один-единственный в семействе деревянных духовых инструментов в оркестре, оставил за собой прерогативу близких по строю инструментов и, казалось бы, идентичный. Обыватель со стороны не определит, когда в руке ля или б кларнет. Но мы используем и ля, и б кларнет. Казалось бы, инструмент с такой интересной машиной, особенно последние инструменты, имеющие ряд дополнительных клапанов, позволяют играть очень легко и технически убедительно в тональностях с большим количеством знаков. То есть, скажем так, с хроматизмами и с альтерацией. Но, когда мы играем гамму фа мажор, мы очень часто используем так называемую открытую позицию. Фа диез мажор также играется на нашем кларнете. Разница между фа мажором и фа диез мажоре не только даже в удобстве, а в звучании. И поэтому композиторы не смогли переключиться и захотели оставить именно звучание инструмента ближе к натуральному. Соответственно, все клапана, все стойки, вообще вся эта сложная система, она имеет немножечко обратный эффект. Система современного кларнета. Играть удобней, но звучание теряет какую-то свою цельность. Чем больше добавляется клапанов, чем больше каких-то металлических вставок дерева, тем больше мы теряем его натуральное цельное звучание. И чтобы нивелировать это, как раз-таки позолоченные стойки могут сыграть очень важную роль. Получается, что проводимость общего резонанса, общего звучания инструмента, более цельного, получается лучше. И, как говорят исполнители, под руками что-то играет по-другому.